Жизнь – это прежде всего творчество. Но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя. Дмитрий Лихачев. Людмила Ермоленко пишет мне по поводу плеса. У меня будет мастер-класс в плесе. С 9 по 13 апреля можно уже записываться. Людмила Ермоленко написала мне ВКонтакте, но я не могу ей ответить, найти ее, потому что она ограничила круг лиц, которые могут посылать ей сообщения. Если вы меня слышите, Людмила, напишите мне либо на WhatsApp, либо откройте доступ, чтобы мы общались. Еще я проведу класс с 5 по 9 марта в Гурзуфе. Вы можете тоже приехать, это будет весенний класс. Пора цветения. Нельзя сказать, что будет в этот момент цвести миндаль, либо персик, но что-то будет. Марк Аврелий «Зачем столько синего сзади?» Писал натюрморт в Армении. Был вечер, потому и холод сзади. На бэкграунде задний план был холодный, смеркалось, потому много синего. Светлана Дюкова, подскажите, что делать, чтобы на морозе краска не сгущалась? Подмораживается краска. Пробовала и растворитель Малевича, и текурилу, и все равно нигде, иногда не свезешь. И что не свезешь? А вы попробуйте мастихин покрепче и свезешь тогда. У всех одинаковые условия. Кисточкой не свезешь, мастихином нормально. Но это крепкие, если морозы. Если 8-10 градусов, то свезешь. Может, краска старая. Татьяна Емелина, подскажите, стоит ли ехать с вами, если совсем не рисовал, а хочется научиться рисовать на пленэре? Рисую медленно и мучительно, но желание рисовать есть. Так если есть желание, например, пойти в кино. Можно, я никогда не ходил в кино, но так хочется. Нет, посижу дома. Эти мучения, то ли идти, то ли не идти, это ужасно. Как будто в нас еще один персонаж живет, который все время что-то сопротивляется, не дает реализоваться. Я считаю, если есть желание, прям хочется, надо делать. А я помогу справиться. Так что не стесняйтесь, если вы мало что умеете или не умеете. Начнем. Бывает так, что последнее, например, лошадка прибегает первой. Ведь желание победить, желание рисовать – это самый сильный двигатель. Он управляет процессом. У кого-то, кто сейчас впереди, он просто может ослабнуть, потому что он возгордится, я все могу, я крутой. А кто сильно стремится, и он с нуля может опередить, к финишу прийти первым. Розе Георгий. Никак не уймусь, когда же уже Калифорния появится в ваших планах. Так появится. Ничего, давайте пока руководствоваться тем, что есть. А есть, в Италию приезжайте. У меня будут классы на озере Гарда в мае, в начале. И следом сразу в Риме. Представляете? Там будут и планируются различные экскурсии, и в Ватикан, и, в общем, такие обзорные, где мы увидим работы Рафаэля, Микеланджело. Так что, вдохновившись, мы будем творить, как они. Приезжайте. Владимир Полуда. Да, что самое главное в творчестве художника? Это вопрос. Думаю, это умение красиво, красочно привирать. Это называется новая реальность. Главное – правильные тональные отношения и красивые цвета. Конечно, нужен некоторый опыт. Жду реакции. Да реакция очень простая, Владимир. Живопись, я считаю, это сплошное вранье. Этого же нет. Просто есть тряпка, холст, и на ней красочка размазюкана. И для кого-то это прям сердце замирает. Как здорово, да? Это же вранье. Вспомните, как Врубель вместе с Коровиным Константином писали модель. девочку какую-то, по-моему, когда были студентами. И Константин подходит
к Мише, он его звал, к Мише. И, стесняясь, говорит: Миша, там же нет желтого. Ну, в портрете он там писал какую-то модель. Куда ты кладешь желтый? На что Врубель гениально ответил: вы, Костя, я Моцарт, а ты даже не Сальери. То есть Моцарт, он сочиняет эту музыку, эту желтую краску, потому что это вот некая мозаика гармонического восприятия в душе Михаила Александровича Врубеля рождает желтое там, где нет, казалось бы, желтого. Но вместе все получается шедевр. Так что, Владимир, да, красиво врать. Это как раз для живописца история. Вопрос всегда сводится, что такое красиво. Для одного это будет красиво, а другой покрутит у виска, и для него некрасиво. Но художник в любом случае врет. Да, это так. Кстати, небольшая реплика разговора Коровина с Шаляпиным про Врубеля. Художник жил в мастерской Коровина, Врубель. Сегодня недалеко от станции метро Менделеевская, на улице Новослободская. Там были мастерские Коровина и Серова, и туда приехал из Киева Врубель. Странный этот человек, Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю, это Шаляпин, я его спрашиваю, читали ли вы Горького? А он: кто это такой? Я говорю: это Алексей Максимович Горький, писатель. Не знаю. Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель, и спрашивает меня: а вы читали Гомера? Я говорю: нет. Почитайте, неплохо. Я всегда читаю его на ночь. Врубель отвечает. Это верно, говорю я. Он всегда на ночь читает, это Коровин. Вон, видишь, под подушкой книга у него, Гомер. Я вынул изящный небольшой томик и дал Шаляпину. Ну, это Коровин все описывает. Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал: это ж не по-русски. Врубель знает 8 иностранных языков. Я его спрашивал, от чего он читает именно Гомера. За день, отвечал он, устанешь, наслушаешься всякой мерзости и скуки, а Гомер уводит. Это из воспоминаний Константина Коровина. Ник Джеклсон. Ник такой. Я не знаю, вот этот человек написал картину «Купите ландыш», и вы ее видели? Видел. Даже видел, как она писалась. От нее веет теплом, не то что от моих. Ну, не от каждой картины веет теплом. И мои тоже не всегда веет теплом, иногда холодом, изморозью. Такой иней такой покрывается нос от иния. Вот, течет. На морозе особенно, когда пишешь, тогда да. Татьяна Гладкая. Муж порвал написанный вами портрет жены. Ну да, это было в Америке. Потому что вам удалось изобразить в лице женщины нечто сокровенное, интимное, тайное, чего он ранее в жене не замечал. Но это явственно увидел на портрете. Ну, может быть, я не знаю. Он уничтожил портрет из-за зашкаливающей ревности. У вас фото этого портрета сохранилось? Ну, сохранилось, но я его из этических соображений показывать не буду, а то еще что-нибудь случится. Нет, не буду. Ну, просто это такая история. Мне заказала студентка написать ее портрет. Я был на классе в Америке, написал. Вот. А потом муж, значит, мне просто рассказали, я ее и не видел. Мне рассказали, что он ее, порвал этот портрет. А портрет был очень интересный, неожиданный такой, красивый. Мне он такой, для меня, важный, что ли. Я с удовольствием работал и написал нечто такое выразительное. Юрий П. Маркерами намечаете? Намечаю. Но можно и кисточкой, просто в краске обычной, в масле. Раз. Кто-то намечает темперой. Мне нравится. Маркеры, они все-таки подсыхают. Это масляные маркеры у меня.
Но если не подсохли, у них там шарик есть, цук-цук-цук. Ну, подсохли, если кисточкой, нормально. С краской прям с масляной. Ник Джеколсон всегда хотел процитировать: «Слава, вы на живых мастер-классах показываете то, как вы пишете именно вы. А если люди хотят научиться, к примеру, импрессионизму француз, то бил классическому импресс. Насколько сильно отличается? Ведь ты пишешь широким мазком, а тот же Моне и Сислей писали мелким. И вы все импрессионисты». В общем, тут так написано. Как написано, так и читаю. Так, значит, я же 100 раз говорил, что не учу какому-либо стилю, в том числе импрессионизму. Учу замечать различия между тональными связями, учу строить композицию, наиболее выигрышно ее изобретать. А пишете вы в любом стиле, который вам нравится. Вот в этом-то и фишка. Замечать, сравнивать. Вот тут мы делаем все ошибки. И как только ошибки, нарабатывается это видение, то вы можете в любом использовать стиле, чем вы, так сказать, болеете в хорошем смысле. Юзер 49. Ценность картины в количестве краски на ней. Это с издевкой, видимо, вопрос. Да нет, почему? Например, блюда есть, которые стоят очень дорого. Или, например, вино. Там, я не знаю, 100 лет простояло. Как определить его ценность? Может, одна бутылка всего осталась от какого-нибудь императора там, да? Стоимость блюда в ресторане в хорошем, точно это не количество там. Может быть, количество очень маленькое, а вот мастерство этого самого повара, его решение творческое может удесятерить, усатнерить, утысячерить, в общем, стоимость этого там лобстера какого-нибудь или чего-нибудь там еще, какой-нибудь там пиявки. Мастерство играет роль в ценности и уникальность. Чего больше уже нет. Или вообще нет. Никто так не может, например. Или футболисты бегают по полю, 20 человек. Все вроде бегают. Все в работе, все заняты. И бьют все по мячу. А один так, какой-нибудь там Пеле или еще кто-нибудь, через себя. Мастерство. И гол есть, и красота есть. Все. И это моментально. Гол просвистел, и уже кто прозевал, там, например, мороженое ел или проковырял в носу, все он уже не увидит. На телевизоре не то. Татьяна Гладкая. Есть ли смысл в 78 начинать с нуля? Прекрасно понимаю, что вероятность достичь профессионального уровня мастерства ничтожно мала. Вчера захотела нарисовать спящую на диване кошку. Взяла лист бумаги, простой карандаш. Села рядом, начала набрасывать силуэт кошки. Минуты не прошло. Кошка проснулась, потянулась, спрыгнула с дивана и ушла по своим кошачьим делам. Может, это красноречивый знак? Это вольная трактовка знака. Вы так красиво пишете, это уже рассказ. Можно рассказы издавать. У меня у приятеля была старая Audi, он там год назад ее купил, потом что-то там дверь плохо закрывалась. И он говорит, это знак, ее нужно продать, новую купить. Я говорю, почему? Почини дверь, что ее там чинить-то, Господи. Починил. Просто кошка живет своей жизнью. Может быть, неподвижное что-нибудь порисуйте. Либо так с учетом, что она спрыгнет. Нужно быстро чик-чик-чик-чик-чик, и все. Мягенькую подушечку какую-то тепленькую на батарейке. Тогда никуда не уйдет. Прикорм ей сделать немножечко. Во время того, когда она ест, например, порисуйте. Это очень симпатично. А то, что возраст... если вы, например, сомневаетесь, то есть хочется рисовать, 78 лет. Какой ужас. Нет, не буду. Все пропало, жизнь кончена. Нет, что вы, это не подход. Я против такого. Я буду сопротивляться этому, как могу. Старению и особенно таким упадническим мыслям. Уныние – это один из грехов. Очень такой опасный. Не надо не волновать.
вы скажете, что мы пришли в этот мир с абсолютной гарантией, что мы умрем. Да, это так. Ну так тем более надо прожить каждый день с большей радостью, зная, что неизбежно мы уже. Приговор подписан. Все, умрем. Когда неизвестно. Давайте жить полно, ярко. Вот то, что каждый день. Друзья, делитесь этим видео, задавайте вопросы интересные, комментируйте, ставьте крестики, отмечайте в журнале. Пока, ребята.